Народ, всем привет! С вами канал Доната Синема. И сегодня в выпуске вы увидите. Я сдаю нормативы по бегу. Саня пытается устроить праздничный фейерверк. Лада Гранта стартует на красный. Ну а я показываю комиксы каким-то парням. Как вы знаете, в прошлом году мы решили снять фильм по игре Need for Speed и показали вам целых 2 тизера. Но с тех пор никаких новостей от нас не было, и многие уже стали интересоваться, а что же будет с фильмом. На самом деле весь съемочный процесс мы планировали на лето, но из-за понятной в мире ситуации нам пришлось сдвинуть эти съемки. Но отказываться от этой идеи мы не собирались, и поэтому в сентябре мы все-таки решили, что пора начинать снимать. И мы отправились в Питер. Итак, мы наконец-то приехали в Питер. Сейчас ложимся спать. Я сплю вот в таких вот хоромах. Сашка чинит выключатели. Спать пора ложиться, нам вставать в 3. Кусачками берешь. Да. Особенно 2 вот так же. Да. Я так перекусывал. Смотрите, какая у Сани тут атмосфера будет сегодня. Какая у меня вон атмосфера, вон моя шконка. А, ты перекусываешь, что ли, прям? Нет, блин, я держу просто. Короче, сейчас у нас где-то 11:30. 4:30 мы должны уже быть на точке на съемках. Значит, встать надо 3:30. Ну да, 3 часа поспать, 3,5. Ложимся спать. Итак, 13-17. Итак, 13-17. Начинаем. На улице уже становилось светло, поэтому нам надо было поторопиться. Так, начинаем установку нашего форкаса. Полгода назад мы сделали вот такое крепление камеры, чтобы можно было снимать динамичные сцены, сидя в машине. Если вам будет интересно, как мы его собирали, то видео с его постройкой в правом верхнем углу. Ну, собственно, вот. 1, 2, 3, 4, да? Я первый раз вижу. Нормально. Так как на дворе уже осень, то для съемок у нас есть буквально 1,5-2 часа до того, как появится трафик. Потрясающе, все работает. До 4 еще темно, а после 6 уже много машин, и снять что-либо уже не представляется возможным, поэтому снимать пришлось очень и очень быстро. И сделать это получилось только потому, что я заранее расписал небольшой сценарий на эту съемку и сделал раскадровку, чтобы все участники съемок понимали, что они должны делать. Сложность этого проекта для меня заключается в том, что мне одновременно приходится быть и сценаристом, и режиссером, и оператором, и на освоение этих навыков у меня ушел не 1 год. Но у вас есть шанс научиться всему этому быстрее, ведь сейчас существует множество курсов и школ для прокачки своего скилла. И если вы не знаете, с чего начать, то я вам рекомендую посетить онлайн-университет Skillbox. Именно в нем весь декабрь будет проходить бесплатная онлайн-конференция по профессиям будущего. Это и кинобизнес, и дизайн. Вы можете познакомиться с разработкой игр, программированием и многим другим. Вас ждут спикеры практики из крупных компаний, в числе которых Wargaming и Microsoft. Вы узнаете все о киноиндустрии в 2021 году, кем быть и как туда попасть. Все о режиссуре и монтаже. Или вовсе погрузитесь в основу веб-дизайна. Вы получите полезные навыки на мастер-классах, подарки от партнеров, но самое главное, вы сделаете первый шаг к профессии, которая действительно вам будет нравиться. И чтобы попасть на эти онлайн-занятия, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и пробуйте. Тем более это все абсолютно бесплатно. Что делаем? Он мне ничего не сказал. Давайте, едьте! Снимайте! Ну что, какой план действий? Дальше едем туда. Так, дальше. Вот так мы сейчас едем, только с той стороны поедем. Едем, и он с прилегающей территории в дрифте перед нами выезжает. Да это будет кадр! Первый дубль у нас, конечно, не удался, так как мы были слишком далеко. Второй и третий дубль были уже лучше, но снять идеально у нас так и не получилось, так как придорожному шиномонтажу наша деятельность не очень понравилась. Поэтому мы сняли заключительный кадр на этой локации, посмотрели драку местных в 4 утра и поехали дальше. Все нормально, в общем. Это Питер, детка. Катек, чем сейчас занят?
небольшую иронию, так как у нас всего по одной штуке, мне надо сейчас будет очень быстро бежать. Я хотел снять машину с пешеходной зоны, чтобы между машиной и камерой мелькали деревья, создавая эффект скорости. Как я делал вот в этом видео с гольфом. Правда, я немного не учел, что масштаб локации достаточно большой, и чтобы снять подобное, мне нужен либо объектив на 200 мм, либо бежать 30 км в час. Но получилось как получилось. Капец, ты быстро бегаешь. Все, считаю, утренняя зарядка для меня закончена. Ноги я размял. Ну и примерно вот такой кадр получается. Но... А что, дрифтануть получится? Ну и началась та проблема, о которой я и говорил. 6 утра, а на улице уже много машин, и снять даже простой проезд просто невозможно. В этом кадре вообще получилось, что BMW гоняется с автобусом. Все, подъезжай к нам. А, на базу? Да. Так что на этом первый этап съемок мы закончили и поехали снимать обзор, который, надеюсь, вы уже видели. Короче, приперлись мы на Володарский мост. Сейчас примерно 3 утра. Мы думали, он закрыт, и по расписанию он должен был быть закрыт. Но что-то пошло не так. В итоге нам пришлось ждать примерно час, пока, судя по расписанию, он должен был открываться второй раз. Я уже был готов снять красивый кадр, но буквально за 4 минуты до его открытия все освещение на мосту выключили. Капец. Но ничего не поделаешь, и мы стали работать дальше по плану. В этот день мы уже снимали на более высоких скоростях, и я пытался не смотреть на камеру, потому что она летала во все стороны, и это было реально страшно. Однако наша конструкция за 5000 рублей оправдала себя на 100%. Заключительный кадр в этот день я планировал отснять на хромакее, причем сделать это нужно было на восходе солнца, чтобы добиться правильного освещения. Но мы были в большом городе, и солнце, появляющееся из-за горизонта, почти всегда перекрывается домами или какими-нибудь объектами. Поэтому ближайшее подходящее место, где хоть как-то было видно восход солнца, было у Авроры. Мы как раз успели приехать туда после моста и отснять необходимые кадры. Хотя у нас и были проблемы с вечно летающим хромакеем, который некому было держать. Держи. Морской бриз пошел. Короче говоря, за эти 2 дня мы полностью вымотались и поехали домой. Но уже скоро мы должны были вернуться и снять сюжет про корвет Кросса. Но так получилось, что корвет нашел нового хозяина и уехал в Барнаул. В итоге мы остались без машины, световой день становился намного короче, и нам пришлось перенести съемки на следующий год. За это время нам необходимо найти новый корвет, немного переделать конструкцию нашего крепления камеры, чтобы можно было ставить ее и наперед, и назад. Продумать новую систему съемки с пешеходных зон, потому что бегать с камерой это не сильно прикольно. Возможно, тут понадобится какой-нибудь там электровелосипед и придумать, как сделать крепление камеры для него. Ну и хорошенько прокачать скилл в 3D графике, чем я сейчас усердно и занимаюсь. Ну а вы следите за новостями, пишите комментарии, ставьте лайки и всем пока!